Добрый день, с вами Камомайл Studio. В предыдущем видео я показывала, как сделать вот такой букет с лавандой. Если вы его еще не видели, ссылка сейчас появится вверху экрана. А сегодня я покажу, как сделать для него красивую пышную упаковку. Я выбрала белую бумагу, она очень хорошо сочетается с лавандой. Но если вы используете сухую лаванду, то лучше взять для упаковки крафт-бумагу. Она будет более гармонично смотреться именно с сухой лавандой. Беру один лист белой тишью и разрезаю этот лист на 4 части. У меня это большие листы, они где-то размеров 50 на 60 сантиметров. Если у вас листы другого размера, они очень часто идут чуть меньше в упаковке, то ориентируйтесь по размеру своего букета и при необходимости измените раскрой бумаги. Каждый кусочек складываю чуть меньше, чем пополам. Вот так, как здесь сейчас показываю, и слегка сминаю снизу. Вот так тишью не расправляется, и ее намного удобнее будет использовать при упаковке букета. Теперь начинаем собирать букет. Первый лист я прикладываю сбоку. Обратите внимание, нижнюю часть тишью не расправляем, а прикладываем именно со сборкой. Второй лист располагаем сзади и немного сбоку, справа. Даже если с обратной стороны останется небольшой участок без тишью, то есть это совершенно нормально. Иногда я специально оставляю даже так, потому что мне нравится, допустим, такой эффект. Третий и четвертый лист я прикладываю уже спереди. Старайтесь, чтобы упаковка не закрывала лаванду. То есть цветы должны оставаться всегда открытыми и хорошо просматриваться. Теперь переходим к корейской бумаге. Мне больше нравится полупрозрачная. Она мягче ложится на букет и выглядит более воздушно. С ней проще работать. Кладем букет немного на угол листа, вот как я здесь сейчас показываю. Берем бумагу, ведем ее к центру букета. При этом слева, видите, должен остаться вот такой выступ бумаги. Теперь рукой собираем эту бумагу к центру букета и слегка подтягиваем ее вниз спереди, открывая цветы. Вот так, как я сейчас здесь показываю. Именно благодаря этой технике упаковка букета получается такой пышной. Точно так же я оформляю второй лист. При желании можно добавить и третий, но для этого букета 2 листов более чем достаточно. Если вы упаковываете букет впервые, небольшой совет. После каждого листа можно делать временную фиксацию лентой. Тогда бумага не будет съезжать и собирать упаковку станет гораздо проще. Остается перевязать букет лентой. И немного подрезать упаковку снизу. Кстати, если букет совсем маленький, как у меня, допустим, здесь с лавандой, они уже небольшие получаются, я обычно не подрезаю упаковку вровень со стеблями, а оставляю ее немного длиннее. То есть мне кажется, так букет выглядит более изящным и вытянутым. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было для вас полезным, и теперь вы сможете легко сделать такую пышную упаковку букета самостоятельно.